Вообще духовный облик Москвы и Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX века резко отличался. И если Питер – это хорошо образованное, лощеное духовенство, простите за это слово, конечно, которое так или иначе было посвящено в благотворительность, которую покровительствовал царский двор и многое-многое-многое другое, то Москва жила совсем иной жизнью. Конечно, Москва была, хотя и второй столицей, но провинциальным городом, но здесь жили многие люди, которые занимались, говоря современным языком, серьезным бизнесом. Здесь тоже была широкая благотворительность, но была она направлена на большее взаимодействие с простыми людьми. В Москве даже появился новый архитектурный стиль, модерн. Вот наш район как раз в этом стиле строился. Множество благотворительных учреждений возникало. И люди, которые в этих благотворительных учреждениях жили, получали помощь, они входили в близкий контакт с духовенством, которое управляло, оказывало духовную поддержку этим проектам. Поэтому в Москве и была необходимость в таком священнике, как отец Митрофан Серебрянский. Он служил в Орле, был военным священником, был на войне, на передовой, был награжден Золотым крестом на Георгиевской ленте. Очень приглянулся великой княгине Елизаветы Федоровны, и она предложила ему быть священником Марфо-Мариинской обители. Учреждение это было совсем новое, там вводился такой чин дьяконис, который до конца, в общем-то, не был и введен, и осмыслен, но который был очень важен. И жизнь сестер этой обители была направлена именно на социальное служение ближнему. И вот этот выбор был необычайно удачный, потому что отец Митрофан смог дать важную, глубокую духовную мотивацию той жизни, которая была у сестер. Постепенно он стал очень известным священником в Москве. Можно даже сказать, лицом московского духовенства. Может быть, поэтому и Корин его выбрал для своей картины, где в большинстве-то представлены, конечно, монахи или там юродивые, люди, которые вели особую напряженную аскетическую жизнь. А это образ протоиерея, это уже совсем другой образ. Мы не знаем, встречался ли лично Корин с отцом Митрофаном. Возможно, что он приезжал к нему в ссылку в Тверскую область, где он находился вместе со своей супругой, так же, как и он в конце жизни, принявший монашество. Надеюсь, что так было. Надеюсь, что великий художник получил благословение и утешение для своего сердца в этой поездке. Но образ этого священника действительно запечатлен на картине. Мне кажется, одной из проблем русской интеллигенции в конце XIX – начала XX века было такое ощущение несвободы, что люди жили под гнетом, ну, если не цензуры, конечно, хотя она тоже была, как вы понимаете, но такой очень большой несвободы. Духовенство как никто это ощущал. И поэтому многим священникам казалось, что, и так оно и было, что именно в армии вот этот люфт свободы для духовенства, он больше, чем на простом приходе. Недаром тот же отец Александр Веденский, будущий митрополит Александр,
и Боярский, и многие-многие другие вот вожди обновленчества, они, конечно, вышли из среды военного духовенства. Может быть, это была мотивация и для отца Митрофана. У него все-таки было время размышлять, время общаться с людьми, время ощущать себя в некотором роде свободным. И я думаю, что было такое желание донести свою мысль для людей более понятным способом. Да, конечно, он проповедовал, были изданы и сборники его проповедей. Вот, но он, как каждый из нас сейчас, ищет способ донести свою мысль. Вот для него она вот была вот таким, записками военного священника. И надо признаться, что способ был найден удачно. Вот, многие читали, многие заинтересовало это. И мне кажется, благодаря этому немного по-другому посмотрели вообще на образ священнослужителя. Потому что очень много стереотипов было в это время. Как и сейчас, в общем-то. Я думаю, что он приобрел очень важное качество. Качество мудрости и умение примиряться с людьми. Он говорил сестрам обители, что я не могу быть строгим духовником. Невозможно быть строгим с человеком, который там завтра умрет. Наоборот, ты его стараешься утешить и поддержать. И мне кажется, вот эти качества, которые, конечно, в нем преобладали. Мы знаем, что однажды уже советские солдаты просили его помолиться, когда увидели его идущим по поселку, в котором он жил. И он не осудил, не отверг эту просьбу, а встал и начал вместе с ней молиться. И действительно, полк, в котором они были, перевели в другое место. Это позволило им избежать смерти. Ну, вообще сложно говорить об опыте, который получен на войне. Потому что это не всегда только положительный опыт. Это может быть и отрицательный опыт. Поэтому спасибо, что были там. Но, конечно, для человека это стресс и путь падения и восстания. Ну, я думаю, что он прекрасно адаптировался в новых условиях. В каком смысле этого слова? Что он из жизни такой внешне активной нашел себе путь другой. Нашел себе путь к жизни такой монашеской, духовной, сосредоточенной. Они вместе с супругой принимают монашество в 25-м году, по-моему. Вот. И уже вместе идут этим путем. То есть он прекрасно понял, что время внешней активности, в которой он был задействован, в которой он нуждался, это прошло. Там. Его миссия молиться за весь мир и за тех людей, которые уцелели. Первое. Второе, он же не прекращал взаимоотношения с сестрами обители. Они до конца оставались, ну, во всяком случае, часть из них, конечно, вместе с ним, а со многими у него велась переписка. Для многих он был утешением. Те, кто искал вот этого вот источника правды, истины, они находили его и приезжали. И вот в конце жизни в его маленьком домике там сложно было уложить всех приехавших к нему. 9-10 человек размещались на полу. Вот он для себя вот такой путь нашел. Этот путь был важный. Ну, то, что многим, собственно, не проклинать этих людей, не проклинать эту власть, потому что люди настолько ожесточились сердцем и почему-то ожесточились против церкви, которая им ничего плохого не сделала, что сложно было вот на это не ответить этим же, что там найти себе в силы все-таки
и молиться за этих людей, и, так сказать, и ободрить, и по голове погладить. Я думаю, что, в общем, не такая ситуация сейчас, но вектор тот же. Сложно не ответить на грубость грубостью. Сложно на колкие слова, на глупые слова. Вот, там, не ответить там, словами «ты сам дурак». Вот. Я думаю, что вот такая проблема для него была. Но потом сложно было священнику начать жить в совершенно новых условиях. То есть, когда нет внешних атрибутов твоего служения. Иконостаса, престола, храма, содержания. Вот. Ну, мне кажется, это вообще прекрасный образец. Научился работать руками. Вот, и знаем, там, уже будучи там, пожилым человеком, и ходил в лес, и валил с работягами деревья, и умел заработать там, на содержание себе и тем близким, которые вокруг него жили. Ну, достойно уважения. У кого, у него была реальная возможность оказаться в эмиграции. И я думаю, что там бы он имел и вес, и авторитет, и нашел бы уж храм для служения себе. Вот, но он все-таки остался на родине. Это, может быть, тоже одна из причин того, что он на картине Корина очутился. Все-таки он себя неразрывно связывал вот с этой землей. Да, вот пусть земля, на которой расстреливают, полита кровью. Вот, но вот я себя связываю вот со своей вот страной. Какой-то священник, я помню, один раз говорил проповедь в Бутове, что эта земля сплошной антиминц. Мы стоим вот на земле, как вот на антиминце. И вот я чувствую, что у него была такая вот связь с этим. Ну, уникальная профессия священника, потому что все-таки мы поднимаемся выше над временем, над социальными и политическими потрясениями. Мы все равно продолжаем служить литургии. Существует предание, что когда турки уже захватили Константинополь и шел бой на улицу города, оставшиеся мирные жители заперлись в Святой Софии, и священники служили литургию. Все причастились, и вот в конце службы уже ломали врата Святой Церкви, и тогда священники взяли святые дары, взяли потир и вошли в стену. И стена за ними сомкнулась, и они навсегда остались в храме, не переставая совершать божественную службу. Это красивая легенда, конечно. Вот, но отчасти она верна, потому что священник, он всегда священник, он всегда совершает службу. Образ нашего социального служения, он может изменяться. Сегодня он такой, завтра другой, послезавтра третий, где-то в тайне, а где-то явно. Вот, но служение людям и служение литургии, оно остается всегда. И вот преподобный мученик-исповедник Сергий – это вот такой яркий пример. Да, он находился в заключениях, вот, но там не претерпел мучительной смерти. Там ему все-таки удавалось из заключения выйти, и умер он своей смертью, все-таки в кругу близких людей. И там с человеческой точки зрения все нормально, но Господь отмеряет времена и даты. Вот, ему Господь дал достаточно длинную жизнь для того, чтобы люди, которые находились рядом с ним, они утешились. И главное, все-таки это такая живая связь с ушедшей эпохой. Там он знал тех, кого мы знаем только по учебникам истории. Знал и видел. Московские солдаты, московский гарнизон
пришли арестовывать Елизавету Федоровну. Она стояла, и вышел отец Митрофан и начал с ними разговаривать. И они были так смущены словами этого старца, не то, что они пришли великую княгиню арестовывать, а вот словами великого старца, что они отступили, и ее в этот момент не арестовали. То есть для них его слово оказалось авторитетнее, чем для простого человека там небывалая высота великокняжеской семьи. Не храните злобу в сердце. Если ты хранишь злобу в сердце, это все равно, что груз с собой таскаешь. От этого освобождайтесь. Умейте прощать, умейте мириться, храните мир. Это важная вещь в любое время. Ну и сейчас тоже, особенно в Москве. Город резкий, вот, люди усталые. Храните мир в своей душе.